Нам осталось еще немного до завершения вязания игрушки. Сейчас мы свяжем с вами ручку. Вот она выглядит так. 3 пальца вяжутся одинаково, и один пальчик он немного короче. Поэтому вязание начнем с пальца, который отличается от остальных. Вяжем с вами сейчас вот этот пальчик. Так, первый ряд делаем кольцо амигуруми и провязываем в него 6 столбиков без накида. Один, два, три, 4, 5, 6. Стягиваем колечко и ставим маркер на начало ряда. Второй ряд вяжем 1 столбик и прибавку 3 раза. Один столбик, следующую петлю провязываем прибавку, выполняем самостоятельно. Третий, четвертый и пятый ряд провязываем по 9 столбиков без накида. В каждую петлю вяжем 1 столбик. В конце пятого ряда нить закрепляем и отрезаем. Выполняем самостоятельно. Провязали пятый ряд. Делаем соединительный столбик, закрепляем нить и отрезаем. Пальчик готов. Наполняем его холофайбером и убираем в сторону. 2 пальчика руки я связала. Будем вязать вместе третий. Первый ряд делаем кольцо амигуруми, закрепляем нить и провязываем в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко стягиваем. Ставим маркер на начало ряда. Второй ряд вяжем 1 столбик и прибавку 3 раза. Должно получиться 9 столбиков без накида. Так, провязываем 1 столбик. В следующую петлю вяжем прибавку. Продолжаем вязать самостоятельно. Закончили вязать второй ряд. С 3 по 7 ряд включительно вяжем 9 столбиков в каждом ряду. 5 рядов провязываем самостоятельно, нить не отрезаем. 8 ряд провязываем по пальцу, по первому, который мы сейчас довязали, 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Затем берем второй палец и вяжем по нему 5 столбиков без накида. Когда мы завершали вязание пальчика, мы делали соединительный столбик в первую петлю, чтобы у нас не было зазоров между пальчиками. Присоединяемся в эту петлю, где у нас был соединительный столбик, и также в следующую петлю вводим крючок. У нас получается, мы ее провязываем как убавку, но для нас это будет первый столбик.
второго пальчика. Дальше второй столбик, третий, четвертый и пятый столбик. Берем третий пальчик и также присоединяемся в петлю, где у нас было соединение, соединительный столбик, и в следующую заводим крючок, провязываем. Это у нас первый столбик. Еще вяжем 8 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. По второму пальчику мы сейчас будем вязать с вами 4 столбика оставшихся. 1, 2, 3 и 4. Переходим на первый палец и провязываем 5 столбиков самостоятельно. Девятый и 10 ряд вяжем по 27 столбиков в каждом самостоятельно. 11 ряд вяжем 7 столбиков и убавку 3 раза. Должно получиться 24 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затем идет убавка. Вяжем до конца ряда самостоятельно. 12 ряд вяжем 2 столбика и убавку. Так, 1 столбик, второй столбик и убавка. Один столбик, второй столбик и убавка. Продолжаем вязать самостоятельно. Довязали 12 ряд. У нас с вами по кругу 18 столбиков без накида. Теперь будем ввязывать маленький пальчик. Провязываем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Берем маленький пальчик. Мы взяли пальчик. Дальше вводим крючок с внутренней части пальчика. Затем в одну петлю ладошки. Вытягиваем нить и провязываем столбик. Снова вводим крючок в
петлю пальчика, затем ладошки. Это у нас второй столбик. Затем провязываем третий столбик и четвертый. Нам осталось провязать до конца ряда 4 столбика без накида. Вяжем их уже по ладошке. 1, 2, 3, 4. Четырнадцатый ряд. Вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, так, теперь по пальцу нам нужно провязать 5 столбиков без накида. Чтобы у нас не было вот такой большой дырочки, мы захватываем предыдущую петлю и следующую провязываем как убавку, вот, чтобы убрать эту дырочку. 1, 2, 3, 4, 5. Нам осталось провязать 4 столбика по ладошке. Также поступаем. Вводим крючок в петлю предыдущую и там, где мы должны провязать. И все это провязываем одним столбиком. Затем второй, третий и четвертый столбик. Вот что у нас получилось. Так, у нас с вами сейчас 19 столбиков без накида. 15 ряд вяжем убавку. Затем провязываем самостоятельно 17 столбиков без накида. 16 ряд вяжем убавку, 6 столбиков, убавку и 8 столбиков. Должно остаться 16 столбиков без накида. Убавка, 6 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6. Снова убавка. И остается провязать до конца ряда 8 столбиков. Вяжем их самостоятельно. Провязали 16 ряд. Теперь наполняем пальчики холофайбером. 17 ряд вяжем 2 столбика и убавку 4 раза. Должно получиться 12 столбиков. 1, 2, убавка. 1, 2 и убавка.
Продолжаем самостоятельно. 18 и 19 ряд вяжем по 12 столбиков. Провязываем самостоятельно в каждую петлю 1 столбик без накида. 20 ряд вяжем 1 столбик и прибавку 3 раза. Затем вяжем 6 столбиков без накида. Должно получиться 15 столбиков по кругу. 1 столбик, прибавка, так, раз, 1 столбик, прибавка, это 2, 1 столбик, прибавка, это 3. И провязываем до конца ряда 6 столбиков без накида самостоятельно. 21 ряд вяжем 2 столбика и прибавку 3 раза, затем 6 столбиков. У вас должно получиться 18 столбиков без накида. Один столбик, второй, прибавка. Один столбик, второй, прибавка. Один столбик, второй, прибавка. Нам осталось провязать до конца ряда 6 столбиков без накида. Вяжем их самостоятельно. С 22 по 28 ряд включительно вяжем по 18 столбиков без накида в каждом ряду. 7 рядов провязываем без изменения самостоятельно. Я провязала 7 рядов. Наполняем ручку. 29 ряд вяжем 1 столбик и убавку 6 раз. 1 столбик и убавка. Снова 1 столбик и убавка. Продолжаем вязать самостоятельно. 30 ряд вяжем 6 убавок. Одна убавка, вторая убавка, продолжаем делать убавки самостоятельно. Нить отрезаем, оставляем небольшой кончик, чтобы спрятать потом ее в ручке. Вытягиваем. Так, теперь нам нужно с помощью иголки стянуть отверстие. Ручки готовы, и правая, и левая. Давайте снова возьмем тело дракона. Прикрепляем ручки, намечаем для них место. И тоже с помощью нитяного крепления фиксируем их. Выполняем самостоятельно. После ручек я пришила дракону голову. Вот так сейчас он выглядит на данном этапе. Теперь давайте свяжем ему крылышки. Их должно быть тоже 2 штуки. Одно крылышко я уже связала, второе свяжем вместе. Так, будем его крепить на спинке. Вот здесь. Первый ряд набираем цепочку из 9 воздушных петель.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дальше со второй петли начинаем вязание. Провязываем 3 столбика без накида. 1, в следующую петлю 1 и еще один столбик. Так, теперь в одну петлю провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Дальше вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Разворачиваем вязание. Второй ряд делаем петлю подъема, вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Затем в одну петлю провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Дальше вяжем 4 столбика. 1, 2, 3 и 4. Разворачиваем вязание. Делаем 4 воздушные петли. 2, 3, 4. Третий ряд. Вяжем 3 столбика без накида по цепочке, начиная со второй петли от крючка. 1, 2, 3. Затем вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше в одну петлю вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем вязание. Вяжем 4-й ряд. 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затем в одну петлю провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Затем 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Поворот. Делаем 4 воздушные петли. 1, 2,
3, 4. 3 столбика вяжем по цепочке. 1, 2, 3. Затем вяжем 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязываем в одну петлю 3 столбика. 1, 2, 3. Дальше 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 столбик, и сейчас меняем нить на зеленую, чтобы выполнить обвязку. Делаем петлю подъема и обвязываем крылышко столбиками без накида. Все лишние ниточки прячем в вязании и отрезаем лишнее. Выполняем самостоятельно. 2 крыла у меня готово. Осталось прикрепить их к телу, чем я сейчас и займусь. Выполняем самостоятельно. Я пришила крылья. Начнем вязать грудку. Будем вязать с вами грудку. Набираем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во вторую петлю от крючка начинается вязание. Вяжем столбиками без накида до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем петлю подъема, разворачиваем вязание. Второй ряд вяжем прибавку. Затем провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Последнюю петлю провязываем прибавку. Петля подъема, третий ряд. Снова вяжем прибавку. Затем провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Последнюю петлю провязываем прибавку. Делаем петлю подъема и вяжем 2 ряда по 9 столбиков без накида. Это в каждую петлю провязываем по одному столбику. Выполняем самостоятельно. Провязали 5 ряд, 6 ряд делаем петлю подъема,
разворачиваем вязание, вяжем прибавку, затем 7 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В последнюю петлю провязываем прибавку, делаем петлю подъема и разворачиваем вязание. С 7 по 18 ряд вяжем по 11 столбиков. В конце ряда делаем петлю подъема, затем разворачиваем вязание. Провязываем 12 рядов самостоятельно. Провязали 18 ряд. Делаем петлю подъема, разворачиваем вязание, провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Затем вяжем 3 полустолбика. 1, 2, 3. Затем вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Закрепляем нить, отрезаем, оставляем длинный кончик для пришивания. Вот такая деталька у нас получилась. Так, прикладываем ее к нашему дракону и пришиваем. Я пришила грудку. Теперь будем вязать с вами гребень по спине, по голове и по хвосту. Делать я это буду сразу, начиная с головы. Как мы его будем вязать? Так, закрепляем сначала нить вот в этом месте, где сходится у нас чубчик. Закрепили нить, теперь спускаемся по голове вниз. Вяжем сначала 2 столбика. 1, 2. Затем вяжем 2 полустолбика в одну петлю. Делаем накид, провязываем 1, сюда же еще 1. Дальше в одну петлю вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Следующую петлю вяжем 3 столбика с 2 накидами. Выполняем самостоятельно. Так, теперь идем на убавление. Следующую петлю провязываем 3 столбика с 1 накидом. 1, 2, 3. В следующую петлю провязываем 2 полустолбика с 1 накидом. Выполняем самостоятельно. Провязали. Следующую петлю вяжем соединительный столбик.
Вот что у меня получилось. Дальше опять вяжем столбик без накида, затем полустолбики и продолжаем самостоятельно до хвоста, до самого его кончика. Я довязала гребень. В хвосте уже почти в самом конце, где-то не довязывая 3 сантиметра, я уже вязала просто столбиками без накида. В последнюю петлю сделала соединительный столбик, закрепила ниточку и спрятала ее в хвосте. Так, вот что у меня из этого получилось. Вот игрушку мы закончили вязать. Надеюсь, что у вас все получилось.